доктор Кострик. Тема нашей сегодняшней встречи – фитокоровяк. Знаете ли вы, что коровяк используется в фитотерапии? Также благодаря своим оздоровительным свойствам может способствовать лечению заболеваний верхних дыхательных путей и желчевыводящих путей. Он также используется при нарушениях менструального цикла. Давайте более подробнее по порядку. Коровяк благодаря своему стройному, величественному виду, характерным желтым цветам, растущим на конце длинного прямого стебля, иногда называли королевской свечой. Это двулетнее растение, высота которого может достигать 1,5–2 метра. Коровяк крупнолистный, растет в диком виде, например, на лугах или полях. Цветы коровяка обладают многими целебными свойствами, однако они очень нежные, поэтому процесс сбора нужно проводить с максимальной осторожностью. Это растение следует собирать в полном цвету, когда высохнет роса, его нельзя сушить на солнце. Сложность сбора коровяка связана еще и с тем, что свежие цветки быстро вянут и со временем теряют желтую окраску. Коровяк крупнолистный, нетребователен, хорошо растет как на плодородных почвах, так и на более твердой, более бедной почве. Коровяк любит солнечные и влажные места, также он устойчив к перепадам температур. Коровяк является богатым источником многих ценных компонентов, в том числе флавоноидов с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, дубильных веществ, отличающихся бактерицидными свойствами, сапонинов, обладающих мочегонных и противовоспалительным действием, а также слизистых соединений смол, кумарина, эфирных масел и органических кислот. Коровяк может быть полезен при лечении респираторных заболеваний. Его можно применять при бронхитах, особенно при плохом отхождении слизи. Систематически выпиваемый настой этого растения разжижает мокроту и облегчает отхаркивание. Коровяк также может быть полезен при лечении постоянного сухого кашля, а также для людей, страдающих астмой. Кроме того, благодаря своим обволакивающим свойствам он может успокаивать боль в горле и хрипоту. Коровяк также можно использовать при лечении желудочно-кишечных заболеваний. Он может хорошо работать при гастрите, диарее и кишечных коликах. Это растение можно использовать и наружно. В виде компрессов его можно применять при ушибах, ранах, ожогах, пролежнях или аллергических реакциях. Коровяк обладает также расслабляющим и обезболивающим действием, в том числе снимает боль, связанную с ревматическими заболеваниями, при этом еще и успокаивает суставы. Но не забывайте, что при приеме растительных препаратов лучше всего проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Поэтому выбор подходящего растительного препарата требует таких же знаний, как и в случае химического препарата. Следует помнить, что эти виды препаратов могут взаимодействовать с принимаемыми лекарствами, представляя угрозу для нашего с вами здоровья. Некоторые растительные препараты могут оказывать очень сильное действие, поэтому следует соблюдать все рекомендации и ограничения, которые предусмотрены производителем. Беременные женщины и кормящие мамы должны соблюдать особую осторожность при их применении. Коровяк также используется и в косметической промышленности. Его можно найти в составе средств для обесцвечивания волос и шампуней, а также шампуней, придающих волосам блеск и мягкость. Коровяк также обладает дезинфицирующими свойствами, и поэтому его можно использовать для ухода за склонной к акне кожей. Он также используется в таких препаратах, как гели для душа, поэтому помогает очищать кожу, успокаивая раздражение и не повышая чувствительность. Из цветков коровяка готовят настои, масла и сиропы. Для приготовления настоя из сухих цветков нужно 1 столовую ложку травы залить половиной литра кипятка, настоять под крышкой несколько минут и процедить. Полученную
Эссенцию можно пить с добавлением меда и лимона или в чистом виде. Рекомендуется пить по полстакана настоя в день или по 1-2 чайные ложки 4 раза в день. Вместо настоя можно также приготовить отвар. Для этого залейте коровяк стаканом теплой воды и нагрейте до кипения, но не кипятите. Отвары более интенсивны по вкусу, чем настои, но употреблять их рекомендуется в том же количестве, то есть около полстакана в день. Масло коровяка, в свою очередь, обладает успокаивающими свойствами и предназначено для наружного применения. Для его приготовления положите в банку около 2 горстей сухих цветков и залейте их 2 стаканами оливкового масла. Экстракт, приготовленный таким образом, должен постоять около 2 недель, прежде чем что-то можно делать с ним, то есть он будет готов к использованию. Перед употреблением экстракта всю жидкость следует процедить, а затем хранить в прохладном и затемненном месте. Масло может быть полезно при лечении ран и язв. Он также может ускорить исчезновение синяков, а при добавлении в ванну успокаивает ревматические боли и усталость после физических упражнений. Масло также может оказывать успокаивающее действие. Противопоказанием к применению коровяка, хотя это и единичные случаи, может быть аллергия на ингредиенты травы. Его нельзя использовать беременным и кормящим женщинам. Особую осторожность следует соблюдать при даче этого растения детям до 12 лет. Надеюсь, информация была полезна для вас. Не забывайте ставить лайки после просмотра видео и подписываться на наш канал. А еще нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить другие наши видео. Будьте здоровы! До новых встреч!